Many miles away from home, steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall. Привет, друзья! Очень частый вопрос в комментариях — это про то, как Tesla себя ведет зимой. И, в принципе, рассказывать тут нечего, но сегодня мне доступна вот та вот 700-сильная крошка на кастомной пружинной подвеске. Это перформанс-машина очень редкой пружинной подвеской. И я нашел повод для того, чтобы на ней покататься, и заодно расскажу, что такое Tesla зимой. Потому что Tesla зимой — это может быть как победа над природой, это когда полный привод, так и проблема, потому что конкретно на этой машине сегодня я приехал на работу, и я по дороге ее толкал раза 3. Но если вы как бы с какими-то расстройствами, как и я, то вам это даже может быть понравится. А для нормальных людей есть машина, которая ездит быстро в любую погоду всегда, особенно когда здесь у нас шипованная резина. 700 лошадиных сил, полный привод, что может быть прекраснее? Зима нам улыбается. Поехали! Ну подожди, порядок, дай-ка я сяду. Пересядьте, садитесь, но пересядьте. Сейчас я сделаю порядок. Давай. Подожди, я специально видео придумал для того, чтобы на ней покататься на этой машине. Да, я попробую, мне понять надо. Попробуй это, надо понять, смотри, человек. Я тоже очень хотел понять, что... Как можно работать в таких условиях? Это просто невозможно. Поехал понять. Так, все работает. Итак, лучшее, что с вами может случиться зимой, это P90D. 770 лошадиных сил, 2 двигателя. Мощь, которая не имеет никаких границ. А ну давай сейчас посмотрим, что она там. Insane включаем. И... Букс всеми 4 колесами. Вот это я понимаю машина. 700 лошадиных сил в этой машине — это не те 700 лошадиных сил, которые пытаются вас убить. Это как раз вот тот запас тестостерона. Ох! Вот это и есть боевой звук. Когда люди говорят, что не хватает звука у меня в машине, еще что-то не хватает. Слушайте, вы просто не к тому звуку привыкли. Этот звук — это как раз звук разгона. А тот звук, к которому привыкли, это звук взрывания топлива в цилиндрах. И это немножко не то, что заставляет ехать машину. Это тот звук, о котором мечтает тот парень. Видишь, у него спойлер огромный, такой антикрыло. Тут же у нас присутствует кнопочка Insane. Замечательная, которая обязательно пригодится любителям зимних приключений. Что такое Tesla зимой? Вчера специально припарковал ее возле дома, и наступил катаклизм. Смотрите, вот такие барханы намело. Сразу же нас встречает теплым салоном. Я ей немножко прогрел с приложения. Минус 13. И сразу же предупреждение, что рекуперация не работает. Это значит, что мы не были включены ночью в розетку, батарея не прогрета, и теперь мы будем тормозить обычными колодками. И это грустно. Вот это же сообщение высвечивается и здесь. Когда батарея прогреется, это произойдет где-то в минус 13, реально произойдет через минут 20, наверное. Начнет полноценно или по чуть-чуть вначале работать рекуперация. По мере того, как машина будет прогреваться, рекуперация будет становиться больше. И к ней тоже надо будет привыкать. Также у нас есть ограничение по разгону. Это верхняя такая вот пунктирная линия. Количество энергии, которое мы можем тратить, оно тоже с ограничением. И если бы машина постояла еще больше, ограничение было бы еще больше. Для чего это сделано? Tesla сама себя бережет. Она бережет батарею и не даст вам ее угробить, как бы вы к ней не относились. Но если бы эта машина стояла включенной в розетку, в любую, даже вот
обычную домашнюю, то ситуация была бы совсем иначе выглядела. Мы проехали 4 километра, и тем не менее расход колоссальный. 707 ватт на километр. Просто обычный расход, такой как правило летом, это в районе 200. Если я так буду ехать дальше, то я проеду 147 километров. А если я буду ехать как последние 10 километров, то проеду всего 98 километров. Паники нет, сейчас батарея прогреется, включится рекуперация и все выровняется. Но в районе 150-160 километров это то, что вот на таком остатке батареи я все-таки проеду за сегодняшний день. Все почему? Потому что очень много энергии уходит на прогрев самой батареи. Как правильно должна машина стоять? Вот так вот. Вот розетка. Вот шнурочек. Вот она заряжается. Поэтому батарея у нас прогрета. И когда мы заводим машину, у нас нет никаких ограничений. То есть вот машина только завелась. Вот 0 километров у нас от последней зарядки. И нет никаких ограничений ни на разгон, ни на торможение. Мы можем ездить как мы хотим. Вот так правильно эксплуатировать машину. Всегда по возможности включенная в розетку. Но если она у вас стоит перед работой, и там, естественно, нет возможности включить в розетку, вы можете подогреть ее приложением. Это тоже удобно. Да, штука особенно крутая. Это кастом уже, да? Максималка. Нет, Как это... R-Design, S-Line, да, надписи? Вот. Нет, это просто шильдик надо было приклеить. Это очень редкая 58-я модель. Тут проселочная дорога, полно снега. И шикарно просто. Это, наверное, лучшая машина для зимы. Но если вы соблюдаете два условия. Розетка обязательно на ночь. И второе, пробег дневной не должен составлять больше 300 километров. Потому что вы будете себя чувствовать некомфортно, если берете машину под задачу проезжать 300 километров плюс. Если до 300 километров вы катаетесь по городу или слегка за городом, и вам вечером езде поставить машину на зарядку, машина это идеально. Несмотря на то, что в этой машине самая жесткая подвеска, которая может быть в Тесле. Это короткоходная, кастомная, спортивная подвеска, которая была спецзаказом именно на перформанс-версии. Потому что пружинная на не перформанс-версии немножко другая. Чего ты ожидал? Данил, нам нужен красивый кадр. Нам нужен красивый кадр, Данил. Иди и утони в этом снегу. Я не знаю, что сказать еще про то, как Тесла зимой. Тесла зимой идеальный автомобиль. Намного лучше, чем любой бензиновый. Итак, друзья, хочется подытожить тем, что сейчас уже у нас весна по календарю. Не думаю, что благодаря тому, что мы покупаем огромные двигатели внутреннего сгорания для того, чтобы получить те же самые 700 лошадиных сил, помогает природе быть с нами дружелюбнее. Поэтому, если не хотим оказаться в каком-то фильме «Катастрофа», надо покупать вот такие вот машины, быть эффективнее. И подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк, и будем видеться с вами и с эффективными автомобилями. Все, пока.